Друзья, если вы любите пощекотать себе нервишки, послушать новенькие истории, советую вам новый канал с действительно страшными историями. Автор часто выпускает рассказы и будет рад каждому новому подписчику. Переходите по ссылке в описании и обязательно передавайте привет от СМС. Старый обшарпанный подъезд, весь провонявший перегаром, табаком и краской, весь в потемках из-за того, что все лампочки были давным-давно выбиты, пустыми банками, валяющимися из-под пива по всей лестничной площадке, огромной надписи напротив лифта «Анька-проститутка» и орущая что-то на верхних этажах пьяная гопота явно не добавляли в глазах юных московских студентов респектабельности. Игорь поправил сползшие на нос очки и, недовольно пробурчав под нос что-то нелицеприятное о местных аборигенах, и, сверившись с заляпанной соусом бумажкой, остановился напротив старенькой двери с порванным чем-то острым обивкой. Дверной звонок прямо вместе с проводами валялся тут же и тускло поблескивал металлической своей частью. «Ну-с, мы пришли. Кто-то стучать будет?» – осторожно спросил Игорь, вновь поправляя очки. А может, ну его нахрен?» Олег, которому вся эта идея не понравилась с самого начала, вновь поднял ту же тему, что подымал до этого много-много раз. «Сейчас мы постучимся туда, а там алкашня или табор цыганский. Ребят, мы же ну его, а?» «Ага, сейчас. Платить-то за бензин не тебе. Я в эту дыру ехал не для того, чтобы...» «Ой, да замолкните оба, тоже мне мужики». Лиска, третий участник бравой команды, со старой видеокамерой наперевес, растолкала уже готовых начать спор до последнего парней и довольно громко и настойчиво постучалась. «Шо такое? Вы это, ребятишки, кому это?» Здравствуйте». Лиза снова вышла вперед и, откашливаясь, неуверенно спросила: «А Геннадий Туров здесь живет?» Туров. Здесь, деточка, здесь. Сейчас позову. Генка!» Женщина крикнула куда-то вглубь квартиры. «К тебе пришли тут». «Что? Сейчас иду, милая». Донеслось оттуда, и буквально через пару секунд на лестничную площадку вышел полноватый мужчина, выглядевший чуть старше своей жены, с залысиной и забавными моржовыми усами. На нем были старенький халат и шорты. В одной руке он держал телевизионную программу, а в другой, сжимая очки. «А вы, молодые люди, кто будете?» «Здравствуйте, Геннадий Васильевич». Вперед вышел Игорь, протягивая в приветственном жесте руку. «Это я, Игорь Коновалов из РГАУ, кафедра зоологии, помните? Я вам писал недели 2 назад для интервью, и вы сказали, чтобы мы к вам приезжали. И, как вы видите, мы здесь, как и обещали». Геннадий Васильевич задумчиво потер подбородок. «Игорь. Вспомнил, да-да, было такое. Да я вижу, ты, сынок, не один». Почетный академик с улыбкой глянул на стоящих сзади Лизу и Олега. «Да, это мои сокурсники, они согласились мне помочь с проведением интервью. Даже вон камеру с собой захватили». Игорь кивнул в сторону Лизы. «Да ладно уж вам было, я не Дроздов там какой-нибудь, чтобы такой честью достаиваться». На лице Турова промелькнула краска, которая тут же сменилась волнением. «Ой, а где же наши манеры? Мы сами в доме, а гости за порогом. Заходите, прошу, не стесняйтесь. Люба, ты нам чайку не заваришь?» Обратился он уже к жене. «А чего ж не заварю? Заварю. Вы, ребятишки, проходите, только вот тут разуйтесь, пожалуйста. А ты, Ген, тоже столбом не стой. Покажи гостям, где и что». Разувшись, ребята молча прошли в квартиру Туровых. Выглядела она хоть и не богато, но вполне уютно. Квартира была небольшой. Кухня, одна комната, ванная и туалет.
Все было обклеено обоями приятного кремового цвета, а в квартире вместо такого привычного для подобных квартир старческого запаха пахло лавандой. Геннадий Васильевич отвел тройку студентов на небольшую кухню, с одной стороны которой стояли старенький советский холодильник с газовой плитой и шкафчиком для посуды, а с другой стол во всю длину стены со стоящими рядом табуретками, на которые гости благополучно уселись. В скором времени жена Турова подала 4 кружки с горячим чаем и печеньем, после чего Олег включил камеру и принял на себя операторскую работу, в то время как Лиза вооружалась блокнотом и карандашом. Саму же честь репортера отдали на откуп Игоря, как заварившего всю эту кашу. Поначалу все проходило довольно обычно для подобных расспросов. Геннадий Васильевич оказался не только очень добрым и веселым, но и довольно интересным человеком. Туров за все свои 25 лет работы зоологом где только не побывал. И в саваннах Африки, и в джунглях Южной Америки, и в глубине сибирской тайги, где с ним случалось тонна невероятных историй, порой даже нелепых. От рассказа, где толпа кабанов загнала тогда еще совсем юного Геннадия на дерево, заставила немного прыснуть даже Олега. В таком духе проходило все интервью. Геннадий Васильевич травил свои байки, Олег скептически на них хмыкал, отчего и получал периодически по голове от Игоря. А Лиза, как самая разумная среди них, только похмыковала над ними и продолжала записывать материал. Так бы все и дальше продолжалось, пока руку неожиданно вытянул Олег. «Извините, Геннадий Васильевич, вы вот тут все рассказываете про все эти ваши поездки, конференции. А как вы вообще зоологом стали? Ну, то есть, почему вы решили именно им стать?» На такой, казалось бы, безобидный вопрос Туров внезапно опешил, замерев с поднесенной к рту вафлей, после чего сильно помрачнел. Закурив сигарету, академик молча буравил взглядом стоявший напротив него холодильник, на протяжении нескольких минут не говоря ни слова. Наконец, затушив ее и взглянув тяжелым взглядом на молодых людей, бывший академик тяжело вздохнул. «Зря вы это спросили, детишки». Туров закурил еще одну сигарету. «Меня давно о таком не спрашивали. То забывали, то еще чего. А ведь интересный вопрос». «Да чего там спрашивать?» Неожиданно на кухне появилась Люба, неся с собой большую чашу с кучей конфет и печенья. «Знамо дело, как обычно. В детстве начитался всяких там энциклопедий с Дарреллом. Захотелось так же, вырос и пошел учиться. Все просто. Не хотите еще чаю, ребята?» «Нет, Любаш, мне не надо. Вы будете, ребята?» Студенты отрицательно покачали головой. «Ну, как хотите. Дорогая, ты пока в комнату пойди, я тут еще на пару вопросов отвечу, хорошо?» Госпожа Турова укоризненно и взволнованно посмотрела на мужа, однако, увидев в нем какую-то непонятную ребятам эмоцию, она с усталым видом молча ушла в спальню. «Вы уж простите ее», — академик вновь обратился к студентам. «Все время меня защитить пытается. Боится, что не поймут, высмеют, сочтут сумасшедшим. Я ее понимаю, но все же от этого уже устал. Как по мне, тут секретничать нечего. Думайте, что хотите, ребята, а все же выговориться мне надо». Геннадий Васильевич схватился уже за третью сигарету и, как будто потеряв полный интерес к своим собеседникам, молча уставился в полуоткрытое окно. Давно это было, очень давно. В конце 70-х годов прошлого века, если точным быть, мне тогда лет 17 было. Жил тогда я в Щукино. Это село такое было. Сейчас можете даже и не пытаться о нем узнать что-либо. Уж лет как 20 с небольшим его нет. Только парочка изб со старухами, которые, наверное, еще и царя помнят, остались там. Фу, картинка не из приятных. Протянул Игорь, всматриваясь в экран своего смартфона. Зрелище и вправду было плачевным. На фотографиях были изображены заросшие бурьяном и полуразвалившиеся деревянные домики.
бегающие по улицам стаи собак и заброшенные многоэтажки, которые, скорее всего, когда-то были местными школами, больницами и прочими подобными зданиями. Туров, отвлекшись от созерцания вышедшей на улицу гопоты, решившую продолжить свой шабаш на открытом воздухе, вновь повернулся к студентам и, увидев, что рассматривает его собеседник, робко попросил у него посмотреть эти снимки. Проглядев пару из них, академик печально покачал головой. Да, все стало еще хуже, чем было. Эх, вот гляньте-ка. Геннадий Васильевич указал на одно из фото, на котором была изображена большая розовая многоэтажка с выбитыми стеклами и облупившейся краской. Это наше сельское общежитие было. Там по бокам еще по 2 таких же было. Да, видать, снесли уже их. Я извиняюсь. Олег небрежно поднял руку. А на какой фиг они вообще нужны были? Интуристов, что ли, по хлевам с коровниками водили? А нет. Туров неловко рассмеялся. Видите ли, ребят, село мое бывшее не так далеко от Москвы находилось. А там почти на самой окраине был институт сельскохозяйственный. Общежитий было не так много, и те студенты, кто не мог себе квартиру снять, у нас там жили. Благо, ехать к ним недолго было, да и недостатков этих самых студентов тоже не наблюдалось. У нас там даже из стран других были некоторые. И да, кстати. Почетный академик резко вскочил со стула и почти бегом дошел до старого шкафа в прихожей. Распахнув скрипучую дверь, он начал что-то активно перебирать, отбрасывая в сторону обувь и пустые пакеты из 5-очки. Наконец он вытащил оттуда небольшую коробочку, заклеенную синей изолентой. Аккуратно распаковав ее ножницами, академик вытащил оттуда несколько потрепанных черно-белых фотокарточек, чьи края уже успели пожелтеть. На них студентам удалось узнать то самое село Щукино. Вот только здесь оно выглядело совершенно по-другому. Даже через довольно корявые черно-белые снимки можно было разглядеть стройные улочки домов с аккуратно высаженными по краям цветами и толпами людей, снующими туда-сюда. Эх, были времена. Лицо Геннадия Васильевича озарилось грустной улыбкой. А, вот она. Академик протянул им самую большую из лежащей в коробке фотографию. На ней вполне угадывалось то самое общежитие, только, разумеется, еще работающее и вполне ухоженное. На переднем плане же расположилась небольшая компания, преимущественно состоявшую из ровесников, журналистов, подростков лет 14 и маленьких детей. Причем почти все на фото, кто был не старше 15, были в довольно простой одежде. В майке, шортах и шлепанцах, тогда как студенты были уже одеты как типичные городские жители, с поправкой на 40-летнюю давность, естественно. Но больше всего привлекал внимание находящий в центре молодой чернокожий парниша с забавной ирокезоподобной прической и серьгой в ушах. Одет он был в мешковатые джинсы, типичную русскую майку-алкашку и видавшие явно лучшие времена кеды. Вот знакомьтесь, Туров ткнул своим пальцем прямо в голову темнокожего студента. Мне 17 было, когда он приехал. Вон я сбоку, кстати. Ребята глянули на неряшливого вида подростка с веснушками на все лицо, хулиганским взглядом и копной непослушных волос. Олег готов был поклясться, что они наверняка были рыжими, одеты в еще более старые и потрепанные одеяния, чем остальные деревенские мальчишки. Да, с виду не скажешь, что когда-нибудь он превратится в уважаемого в узких кругах ученого и не будет коротать свой век на зоне за кражу мешка с гречкой. Фига себе улыбка какая! А как он так вообще губы растянуть умудрился? Восторженно вскликнул Олег, вглядываясь во все 32 зуба афроамериканского парниши. Это вот чудо к нам тогда из Центральной Африки приехало. Вроде как по программе налаживания отношений со странами Африками. Звали его то ли Уонга, то ли Мумонго, уж сейчас не упомню. Помню только, сколько шуму было по этому поводу. А ведь оно-то не мудрено, не каждый день чернокожего-то увидишь.
Он у нас был настоящей знаменитостью. Каждый мальчишка мечтал поздороваться с ним и считал своим долгом спросить, а настоящая ли у него кожа. При этом всем он все равно умудрялся оставаться незаметным. Почти никогда никуда не выходил и больше молчал и слушал, чем говорил. А уж как мы чуть ли не всем селом уговаривали эту фотографию сделать. Туров с ухмылкой почесал свою бороду. Но что-то я отвлекся, ребята. В общем, по факту, из-за него эта история и случилась. Нет, не сейчас, в конце все узнаете. Отреагировал Геннадий Васильевич, едва заметив, как руки студентов устремляются вверх. Ладно, ребят, я начну по порядку. В общем, когда приехали эти студенты вместе с этим гражданином Черного континента, у нас начала происходить, как сейчас молодежь выражается, лютая дичь. Первые полгода все было спокойно, но с весны у местных стали пропадать куры. Вот приходят хозяева с утреца проверить птичек и не досчитываются 2-3, лишь перья и капельки крови на подстилке. Причем крючок, которым тогда все почти курятники закрывали, всегда был на месте. Вначале этому мало кто удивился, все на лист списывали. Их тогда полно было, а на крючки и внимания-то не обращали. Хотя теперь уже понимаю, что стоило. Ну и в общем выходили мужики там пару раз только пошугать самых наглых из них, что слишком близко к селу поселились. И все вроде как стихло. Все уже успели успокоиться, как тут. Что, младенцев из люлек стащили, что ли? С усмешкой спросил Олег, за что получил в очередной раз по шее от Лизы. Ты хотя бы иногда думай, что мелешь, прошипела ему на ухо девушка. Геннадий Васильевич, продолжайте. Так вот, вроде как все улеглось и уже все позабыли этот случай. Как вдруг у людей стали пропадать домашние животные. Ну, кошечки там, собаки. Коты-то просто бесследно исчезали, и можно было подумать, что либо умирать пошли, либо машина бедняжку сбила. Но вот с огромными сторожевыми собаками, которых всегда на толстенных цепях держали, уже как-то непонятно было. Ни тела, ни следа, только окровавленный ошейник с клочками шерсти и все. Вот тогда уже народ начал потихоньку волноваться. На двери курятников замки амбарные навесили, домашних любимцев в дом забирали и не выпускали после захода солнца, ну и все в таком духе. Затем этот неизвестный хищник позарился уже на крупный скот. За одну ночь могло пропасть около 10 овец и баранов. «И что, прям никаких следов не было?» – удивленно спросил Игорь. «Да в том и дело, что появились, хотя лучше бы и не появлялись. Я вот сам таким свидетелем был. Тогда у соседей небольшое стадо погрызано было. Я прихожу из школы, а там полсела собралось, и охает да ахает. Я, разумеется, сразу туда рванул. Интересно мне обалдую было. Да только меня тогда мать оттуда погнала, как только увидела. Да вот только я все равно уже все увидел. Как сейчас помню. Валяется где-то 5 взрослых коз. У всех шеи растерзаны, ноги до кости обглоданы. Рядом еще скелеты уж совсем маленьких козлят. Жуть, в общем, ох, не передать. Вот тогда по всему Щукину такая паника началась. Народ боялся даже днем на улицу выходить. Школу закрыли, детей даже в собственный огород выпустить боялись. Все как сумасшедшие около местного магазина толпились, скупали все, что только видели. Другие просто взяли и в город уехали. Только алкаши да самые смелые остались по улицам бродить. Да и то недолго. Академик как-то странно щурился. На его лице появилась невеселая ухмылка. «А что случилось-то?» – Лизка вскинула бровь. «Да что еще могло случиться? Убийство, конечно же. Вот как сейчас помню. Просыпаюсь я тогда ночью, ну, чтобы в туалет сходить. Вышел на крыльцо. И только собирался в сортир идти, как тут на весь поселок раздался едокий смех. Ну, как смех? Скорее протяжный, отрывистый хохот с хрипотцой. Причем это явно не человек был. Ну просто не может он так смеяться.
Хотя вы все равно не поймете, это слышать надо было самому. И я тогда со страху с воплями в дом забежал, перебудил всех. Мне, конечно, сначала по башке за такое дали, но когда сами услышали всю эту адскую какофонию, так вжались все угол и давай всю ночь молитвы читать. А наутро нашли дядю Васю, местного алкоголика. Лицо объедено до кости, шея сломана, ноги растерзаны. Одной руки нет, лужа крови. В общем, все составляющие для того, чтобы и в так паникующем селе начать истерику. Эх, а ведь жаль его было, мужик-то был добрый, работящий, хоть и страдал от этой заразы. Туров грустными глазами глянул на одну из фотографий, однако определить на ней без пояснений студенты так и не смогли. И ребята с этого момента этот смех стал слышать каждую ночь. И как назло, почти каждый раз после этого находили тело. Нет, это не всегда были люди. Чаще всего же это была различная животина, вроде коров и овец. На людей тоже бывало находили. Алкашей, сельских наркоманов, загулявших студентов, шляющихся по местным девкам. Всех их было немного, но хватило и этого. Все те, кто остался, просто устали это терпеть. И довольно скоро был собран новый отряд охотников. Вот только в этот раз ко всему подошли куда серьезнее. Мой отец, как опытный охотник, был среди них одним из главных. И я до сих пор помню, как он тогда долго готовился. Вся гостиная была завалена различными ружьями, капканами, силками, даже была слонобойка, которую он когда-то через знакомых доставал. Она мне, кстати, в наследство досталась, да только убрал я ее с глаз долой, а вот куда, уже не помню. Но что-то я опять отвлекся, не о слонобойке же я вам рассказывать собирался. В общем, снарядили они там настоящую боевую операцию. Это было где-то уже ближе к лету. Тогда, поздно вечером, мой отец в камуфляже, солдатских берцах и слонобойкой наперевес в слезах с нами прощался. Не верил, что вернется. Мать вся в слезы, я ее успокаиваю, говорю, что рядом с отцом ничего не случится, а самого вместе с отцом рвало в лес. Да только кто же меня туда бы пустил? В общем, просидел я тогда всю ночь не спавший. Мать кое-как уснула, а вот я всю ночь ходил, да и отца ждал. Уже хотел было сам пойти туда, да помочь. Да, видать, что-то еще разумное меня тогда останавливало. «И что, не вернулся?» С дрожью в голосе спросила Лиза, которая, пересмотрев тонну ужастиков в свое время, везде и всегда предполагала самое худшее. «Да почему не вернулся? Вернулся под утро. Еще рассвета не было. Вот только невредимым он не остался. Весь в крови, да и руки правой нет. А сам улыбается так нервно и все повторяет. Подстрелили, подстрелили, погонь подстрелили». Мать-то как увидела, сразу в обморок. А я пока больнице обзванивать, да о родителях заботился, совсем у отца поинтересоваться, то и забыл. Как оно все прошло и кто весь этот кошмар устроил-то. Зато точно запомнил, что когда скорая за родителями приехала и мы уже в больницу мчались, то по дороге заметил, как остальные мужики наши, что вместе с отцом на это чудище охотиться ходили, ехали сейчас на старом уазике с прицепом. А в прицепе том что-то лежало большое, накрытое тряпками. Потом я где-то неделю сидел дома. Хозяйством занимался, родителей в больнице навещал, развлекался с друзьями. В общем, жизнь моя приходила в норму. Родители выписали, а отцу еще в знак благодарности поставили не шибко красивый, но практичный протез за счет потерянной руки. Тогда я его все спрашивал, что же там случилось и кто же был тем самым чудовищем. Он сначала отнекивался, а потом, видать, решил, что и вправду я уже не маленький, но и повел меня в сельский склад, куда они тогда, по всей видимости, тело и привезли. Ну, в общем, пришли мы туда, а там как раз куча мужиков была. Спорили, что с телом делать. Я тогда думал, что ко всему готов буду, хоть к волкам-переросткам, хоть к медведям. Только вот то, что я увидел,
в реальности меня очень и очень даже шокировало. Академик резко прервал рассказ и, помолчав с минуту, закурил очередную сигарету. «Ну, кто был-то?» Неожиданно голос подал Олег. Однако, когда двое его приятелей с удивлением повернулись к нему, он залился краской и сделал вид, что все в порядке и ничего не было. «Кто был-то?» Туров отложил сигарету. «Да гиена это была!» На шокированную реакцию студентов Геннадий Васильевич, кажется, даже не обратил внимания. «Да, это была здоровая такая африканская гиена. Все на месте, и зубы, и пятна. Да и в принципе перепутать такое животное с кем-то довольно сложно. Единственными отличиями, пожалуй, были ее просто гигантские размеры. Ухо порванное в одном месте, будто серьгу содрали, и довольно странную лежавшую шерсть на загривке, чем-то напоминающий плоские ирокезы, которые панки, по-моему, до сих пор себе делают. Услышав последнее заявление, Игорь внезапно стал очень озабоченным. Как всегда бывало, когда он уходил в себя, но почти мгновенно его лицо преобразилось в шокированную гримасу, после чего он какими-то дикими глазами посмотрел на профессора. Туров поймал взгляд студента, невесело ухмыльнулся. «Что, ребятка, не верите мне, да? Да что греха таить. Будь я на вашем месте, вообще бы послал такого рассказчика и больше про него не вспоминал. Да вот только я сам был свидетелем всего этого бедлама. А еще, как назло, после всего этого, тот чернокожий студент и пропал. Все волновались, переживали, строили теории, да и сошлись на том, что он просто контрабандой припер ее с родины. Она тут одичала, а как только ее убили, так он сразу же сбежал от правосудия. Решили, что пусть так, понегодовали и успокоились. А гиену эту закопали за кладбищем, ибо в общем скотомогильнике хоронить как-то не хотелось. А в лесу жалко такое бросать, байки же потом травить будут. Но вот меня это объяснение никогда не казалось верным. Уж слишком оно натянутым было и с кучей «но». И я прямо так загорелся идеей разгадать эту загадку, что вот сами видите, кем я стал. Но время шло. Я закончил институт, потом работа, свадьба, развал страны и прочее. Как-то выбили об этом мысли. Ага, очень интересно было, но нам уже идти пора. Затараторила Лиска, тяня ребят за воротники. Собирайтесь, мальчики, нам еще материал переработать нужно. Постойте-ка. Геннадий Васильевич резко остановил троицу. Я не позволю очередной раз сделать из себя лжеца. Я так уж и быть, покажу его. Академик практически в такт играющему на улице шансону быстрыми движениями пошел в спальню, в то время как студенты замерли в коридоре, пытаемые любопытством, чего же может преподнести им этот чудаковатый дедушка. Вот, смотрите. Туров внес на кухню большую коробку, всю обмотанную синей изолентой. Я тогда с женой поругался, сильно так, не знал, что делать. Решил поехать в Щукино, тогда еще мать моя жива была. Вот и решил пожить у нее, так сказать. Ну а там же и загорелся вновь идеей эту тайну разгадать. Обходил всех охотников, тех, кто остался еще, но результатов так и не добился. Тогда я решил откопать ту гиену, чтобы лично ее, так сказать, изучить. Пришел, значит, вечером за кладбище. Надеялся откопать череп животного, а вместо этого… Академик посмурнел и, срезав изоленту несколькими движениями ножа, открыл ее. Студентов при виде содержимого коробки сковало леденящим шоком. Внутри нее, на мягкой подушке, лежало нечто напоминающее человеческий череп, огромных размеров, но огромных размеров слегка вытянутой мордой и огромными, кое-где сломанными зубами, одновременно похожие и на человеческие, и на звериные, придавшей этой аномалии навсегда вид жуткой улыбки, будто ее владелец вот-вот разразится в хохоте, в холодном, нечеловеческом хохоте.
Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено вагон времени. Надеюсь на вашу поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если еще и поделитесь со своим другом, то цены вам нет. Для вас это 20 секунд потраченного времени, а для канала это как-никак продвижение. Кто же, как не вы? Всем хорошего настроения и до скорых историй. С любовью и уважением, ваш Андрей.